Это канал «Не местные». Где недорого поесть в Старом Батуми. Перед просмотром этого видео не забудьте подписаться. Мы снимаем еженедельные видео про Батуми. Поэтому пишите в комментариях, что вам было бы интересно узнать об этом городе. И мы снимем на эту тему видео. В этом выпуске будет очень много еды. Тем, кто ест, приятного аппетита. И мы начинаем. Мы сейчас находимся на улице 26 мая, напротив Шератона, кто знает, совсем недалеко от набережной. И заглянем в одно наше место, куда мы заходим довольно часто, потому что здесь самые классные хинкали. Ну, конечно, называют это место хинкальное номер один. Небольшой ребрендинг сделали. Хинкали Хаус. Здесь всегда очень много собак. Они здесь отдыхают, тенек, деревья, такая терраса. И зайдем внутрь, посмотрим, что там внутри. Здесь касса, а там, соответственно, туалет. Поднимаемся по лестнице на второй этаж. Вот мое любимое место. Можно присесть где-нибудь. Например, вон там. Сейчас места все заняты, представляете? Все места заняты. Как же так? А нет, местечко свободное. Девушка, можно с вами? Присаживайтесь, как раз мы заказали необычные, вернее, обычные для Грузии, но необычные для других регионов блюда. И вот нам принесли уже одно из них. Казалось бы, это обычный, да, салат, огурцы, помидоры, скажете бы, и лук. Что в нем необычного? Но для Грузии характерны заправки именно с орехами. И здесь мы видим перемолотый грецкий орех с маслом, и это и является заправкой. От этого салат становится такой у него необычный и приятный привкус. Ну и, конечно, становится сытнее за счет жиров, которые в орехах. Лимонады. Конечно же, это фейхоа и виноград. Как они называются, мы не знаем, потому что... это казбеги. Везде они разные. Вот. Но в целом они все вкусные, и вкусы у них плюс-минус одинаковые. А сейчас мы ждем наше основное блюдо и посмотрим, удастся ли нам поесть в этот раз на 20 лари на человека. Давайте посмотрим, что предлагает это заведение. Салаты, огурцы и помидоры с грецкими орехами 9 лари. Греческий салат 10 лари. Суп харчо 12 лари. Горячие блюда тоже очень разные. Хачапури по-эмеретински 14, по-аджарски 13 и еще разные другие виды. Что касаемо хинкали, хинкали вот мы выбрали матиолури, есть еще калакури с кинзой, лари 50. Напитки, вот лимонад, который мы взяли, стоит 3 лари. Пока несут хачапури по-аджарски, я решил попробовать салатик. Но что мне нравится, он здесь не холодный, он здесь такой комнатной температуры, теплый, его можно сразу есть. Вкус максимально чувствуется, потому что он не охлажденный. Ну и, конечно, заправка из грецкого ореха с маслом. Это такой вкус, такой вот необычный. Я не знаю, с чем даже сравнить. А если еще взять лучок, который я обожаю, он весь в грецком орехе. Это божественно. Для себя я открыл этот салат именно в Батуми, именно в Грузии. Недавно, в этом году. До этого как-то скептически относился. Греческий салат сместился на второе место у меня. Очень вкусно. Всем рекомендую. Говорят, это национальный грузинский салат. Именно вот овощи с грецким орехом, с заправкой, с маслом, с грецким орехом. Орехи. Нам принесли хинкали. Я взял 5 штук для себя. Это хинкали матиолури без кинзы. Кинза, в отличие от салата, перестала мне нравиться здесь. Очень уж много добавляют кинзы. Ну что ж, будем пробовать. Вы знаете, говорят, что хинкали нужно есть только руками, ни в коем случае не вилкой, ни ножом. Я
частично соглашусь, потому что я видел, как едят сами грузины. Нельзя протыкать ни в коем случае хинкали, потому что там сок, там бульон, это ни в коем случае нельзя делать. Можно взять руками за хвостик, перевернуть. Я лично предпочитаю вилкой держать, чтобы руки были чистые. Вот. Берем спокойно, то есть не протыкая эти места тоненькие, где есть бульон, мы берем аккуратно и протыкаем за хвостик. Как правильно есть, ну вы, наверное, уже знаете. У нас, кстати, было видео, мы как раз уже в этом месте были и снимали, как есть хинкали правильно. Вот здесь будет ссылочка. Надкусываем с краю, как с краю, сверху. Вот. Там видим мясо, но ни в коем случае не переворачиваем, потому что там бульон. Нужно выпить этот бульон. Он наполнен вкусом, максимальным вкусом. Как будто здесь усилитель вкуса, но на самом деле здесь просто специи, грузинские специи. Ну и дальше кусаем с мясом. Вот так он выглядит. Очень вкусное мясо. Так вкусно, хочется прям чавкать. Таким образом доедаем хинкаль не до конца, а вот где начинается толстое утолщение хвостика, ножки. Ножку можно оставить. Ну, примерно так. Очень вкусно хинкали здесь. Самые лучшие в Грузии, я считаю. Ну, в Батуми точно. А еще мы заказали хачапури по-аджарски. Наверное, вы знаете, что хачапури на самом деле как минимум 3 вида. Есть по-мигрельски, есть по-имеретински. И это все регионы Грузии. То есть разные регионы Грузии делают хачапури по-разному. Здесь, в Аджаре, столицей, которая является как раз-таки Батуми, делают вот такой вот хачапури в виде лодочки. По легенде придумали ее именно рыбаки. А вот это вот сырое яйцо, которое здесь, оно не просто так, оно символизирует солнце. Я думаю, все догадались. И мы это все едим не так, а добавляем туда. Кто-то приносит масло, вот, например, здесь масло приносят. Может быть, потому что кто-то его не ест, не любит, не знаю. А в некоторых заведениях масло уже изначально кладут туда. Мне очень нравится с маслом, потому что это тот самый сливочный вкус. Вот так вот мы кладем сюда масло и перемешиваем. Перемешивать вообще, наверное, лучше хвостиком, не вилкой. Но так как у нас хвостик горячий, и мы все-таки не грузины, не местные, да, нам можно и вилочкой. И вот так мы перемешиваем масло, желток и потрясающий сыр вот в этой лодочке. Мы берем хвостик у хачапури, отрываем его. Я прям вижу это тесто и предвкушаю его вкус. Макаем вот в эту начинку из сыра, яйца и масла. Сочетание сыра, такого вроде бы пресное тесто, но при этом очень ароматное, из печи. Оно такое воздушное. И вот это все перемешиваясь, образует такие невероятные вкусы. Хачапури обязательно надо попробовать всем, кто будет в Грузии. Это полный восторг. Я даже не могу остановиться и не хочу этого делать. Я хочу щипать эту лодочку, макать в солнце, размешанное нами. Только воруешь, что ли? И продолжать есть. А когда все это запивается еще лимонадом грузинским, просто x2 к удовольствию. Вы знаете, мы объелись, вообще объелись. Вот я даже не смог доесть свой любимый салатик. Чуть-чуть осталось даже хачапури. Ну, хинкали я все съел, все 5. Нам принесли счет. Как думаете, сколько? Насколько вышло все это? Вот вы удивитесь, наверное, мы уложились в 40 лари, то есть по 20 на человека. Напоминаю, в этом выпуске мы ходим по недорогим местам в старом Батуми, чтобы можно было поесть на 20 лари на человека. Это небольшая сумма,
И поэтому мы заходим в столовые, в кафе, но это место достойно прям хороших, приятных слов, потому что это настоящее кафе, даже, может быть, даже как ресторан. Ну, кафе, хорошо. Это не столовая, здесь есть сервис, здесь официанты, здесь все классно, здесь даже вот можно вызвать одно из немногих мест, да, где можно позвать официанта, не ходя никуда. То есть это супер. И уложились 20 лари, 40 лари на 2 человек. Это очень приятно. Таких мест посмотрим, будут ли еще. Но я думаю, что мы найдем. Так что поставьте лайк, кому понравилось это место. Идем дальше. От себя хочу добавить, что это ни в коем случае не реклама. Это, как и было в прошлом выпуске, это наше наблюдение, это мы сами это пробуем, мы это едим. Но в случае вот с этим местом, с хинкали номер 1, мы пришли сюда не впервые, мы здесь ранее уже были, и мы заказывали здесь хинкали, и они всегда одинаково вкусные. Хачапури здесь всегда одинаково вкусные. Это не реклама, но если кому-то нужна реклама, мы придем в ваше заведение и отведаем там, что вы там нам приготовили. В общем, мы это умеем делать. Да, но в этом выпуске рекламы у нас нет никакой абсолютно. Исключительно наше непредвзятое мнение. Ну а мы пошли дальше. Наше следующее место, куда мы решили сходить, ну как мы искали эти места? По Яндекс.Картам, по Google картам, набирали столовые, кафе, смотрели отзывы и вообще порядок цен, выбирали только те места, где недорого. Так вот, мы сейчас находимся на Вахтанга Гаргасали, улица, и такое кафе Эллада. Один раз я в нем был в прошлом году, и мне очень понравились там цены. Эллада кафе, такое кафе Древней Греции, наверное. Вот так, вход, там недалеко Дона находится, кондитерская, классная кондитерская, Батуми. Вот здесь сразу же на входе смотрим, что здесь есть. Все очень аппетитно выглядит. Заходим внутрь. Люди сидят, здесь проход. И люди сидят вдоль прохода. Ну, в принципе, места не так много. Но я думаю, это ничего страшного. Главное, чтобы еда была вкусная. Вот такие столики, да, со стеклом, с фотографиями. Вот такое меню. Стилизованное, да, тоже в таком стиле. Люди сидят вдоль прохода и любуются видами. На самом деле мне здесь, на первый взгляд, когда мы сюда зашли, показалось заведение очень маленьким. Но на самом деле, когда вот здесь посидишь и посмотришь по сторонам, это реально какая-то маленькая Греция в центре Батуми. Я не была в Греции, но вот именно так я себе ее и представляю. Очень много белого, очень много синего. Вот эти вот такие маленькие окошечки, понятно, здесь декоративные цветы. И вот здесь как раз оказались открытки из Греции. Да, все так и есть. Синие ставни. Белые дома. В меню здесь кухня не только греческая, здесь также представлены и суп харчо, и куриный суп, и борщ, и гороховый, даже есть окрошка, пельменный суп. Суп харчо 9 лари, окрошка 9 лари. Ну а дальше уже идет греческая кухня. Если честно, кроме питы ничего я из этого не пробовала. Вот, например, греческое блюдо есть мусака 11 лари. Кто пробовал? Скажите, что это такое? Я хотела ее заказать, но на улице так жарко, я увидела, что ее подают прям в горшочке, видимо, запеченная, она будет шкварчать и прям будет такая горячая. Я решила ее не брать, не рисковать в эту жару. И вот начались грузинские блюда. За 1 лари. Такого нигде не Это пока самый дешевый хинкали, да. Хинкали 1 лари, вареники 6 лари, пельмени, порция 8 лари. Но это хорошие цены. И вот греческий салат классический 11 лари, называется он, оказывается, харьятика. Не знали, теперь знаем. Вот такое вот небольшое меню, но я думаю, здесь каждый найдет для себя что-то вкусное. Ну а мы ждем, когда принесут наш заказ.
То, что хотелось в эту жару, это холодный, вкусный ягодный компот. Короче, смотрите, нам принесли салат греческий, но почему-то без сыра фета. И Аделина еще заказывала без лука. А тут мы видим, и лук тоже есть, и без кинзы, и кинза, скорее всего, есть. Что такое? Не знаете, почему греческий салат без феты? Ты не знаешь, почему, Аделина? Ну, скорее всего, потому что это просто не греческий салат. В смысле не греческий? Но мне кажется, здесь от греческого только огурцы и помидоры. А должны быть еще маслины, сыр и перец болгарский. А еще мы заказали без лука. Короче, я еще заказал себе салат, обычный салат с помидорами, с огурцами. Это как раз он и есть. А греческие еще не принесли. Еще я себе заказал вот такое вот блюдо. Это у нас домашние котлеты с рисом. Очень аппетитно выглядит, смотрите. Подлива, да. Вот так он, вот такой вот крутой. Сейчас мы будем пробовать. Начнем с чего? С салатика моего. Ну, кинзы. Это сочно. Я тоже кинзу не очень-то люблю, конечно, но забыл сказать, чтобы мы положили. Ну, ничего, есть можно. Грузия. Это страна свежих овощей. Пришла очередь для домашних котлет с рисом. Пробуем котлетки. Вот, какие я не покажу. Вот, котлет, хороший котлет с рисом. Аделина была права, с подливой очень вкусно, вкуснее. Вкусно. Это реально хорошее блюдо, домашнее блюдо. Так и было написано. Домашнее блюдо. Насыщенное. Вот я даже не говорю, сколько здесь приправ, сколько здесь всего. Это какая-то типа аджики, что ли, не знаю. Ну, в общем, Грузия умеет делать хорошо, насыщенно, прям с нужный рецепт. А что все замолчали? Нужный рецепт. Вот это да! Вы посмотрите, что нам принесли. Флаг Греции, пита с каким-то соусом. Вы посмотрите на вот это весь стол. А это точно столовое, то есть кафе недорогое. Сейчас принесут счет на 100 лари, и придется все это вырезать. Но на самом деле, смотрите, очень богатый стол. Тут огромный фета-сыр. И лука нет, да, молодцы, лук не положили. Хорошо. Еще, вы знаете, участь блогера такова, что даже когда ты очень сильно голодный, а я сейчас очень хочу есть, я не могу приступить вот к этому аппетитному блюду и к этой аппетитной лепешке, пока мы все не снимем вам и не покажем, как это вообще выглядит, в каком виде нам это все принесли. Но я думаю, сейчас я уже могу начинать. Это тот самый греческий салат. Да, я попросила убрать из него лук и кинзу, хотя там кинза не должна быть. Ну, в общем-то, попробуем. Попробуй, что огурец. С греческим все понятно. А вот лепешка. Я уже вижу здесь оливковое масло очень много в соусе. Соус кисловатый. Там чувствуются еще огурчики. Чувствуется греческий йогурт. Скорее всего, это он. Оливковое масло. Ну, вот такая вот похожая на лаваш. Пита. Да. Это вкусно, я думаю, что мы сейчас осилим, я не знаю, съедим это все или нет, но я точно не съем целую ванну греческого салата. Ну, попробуем. Мне очень понравилась котлета с подливой Константином. Во-первых, мясо очень хорошее, очень сочное. Она не сухая, она не такая вообще прям плотная. Хорошая, мягкая, сочная котлета. И подлива. Обычно мы представляем подливу, это что-то с томатной пастой, с мукой, да, что-то такое жиденькое, просто имеющее такой насыщенный вкус. Здесь же подлива мне напоминает аджику, ту, которую варят дома. И вообще, попробовав эту котлету, я переместилась сразу домой. Котлеты просто один в один, как делает моя мама. Мамуль, привет. Ты делаешь самые вкусные котлеты, и представляешь, здесь, в Грузии, я нашла такие же котлеты, как у тебя. А соус от этого таджика переносит меня в гости к моей тете Базику.
Базик, тебе тоже привет, потому что это та самая вкуснейшая аджика. Базик, конечно, иногда добавляет прям огня в нее, то есть это очень вкусно. И я обязательно сюда приду еще, когда буду скучать по дому и по домашним котлетам с аджикой. Приду и тоже поем, закажу это блюдо. Поэтому попробуйте, может быть, именно это поможет вам почувствовать тот самый вкус домашней еды. Вы знаете, нам принесли такой вот комплиментик, конфетки и вот эти вот какие-то очень вкусненькие печеньки, карамельки, да. Вот. В общем, приятное место. Нам принесли счет, вышло на 200 лари, представляете? 200? Вообще 200 лари, да. Да нет, шучу, конечно. 38 лари. Короче, мы уложились, как и в Хинкальной. В Хинкальной было 39 лари, а сегодня 38. И вот это вот все мы еще даже не доели. Вот это вот все, представляете? То есть очень вкусно, да еще вот принесли нам такие комплименты. Так что Греция рулит, а мы идем дальше. А у нас уже следующий день. Вы не думаете, мы не едим все за один день, мы не такие обжоры. И поэтому выпуск растянулся на несколько дней. Где мы находимся? Следующее наше кафе – это Дом супа. Представляете? И такое здесь тоже есть. Давайте зайдем и посмотрим, почему он так называется и что же там в меню. Неужели один только суп? На самом деле мы вчера еще заходили, пробовали зайти в этот дом супа, который находился раньше на Руставели, Шатар Руставели, на проспекте. Несколько лет то есть там он функционировал, а вчера наткнулись на то, что там ремонт, и вывески нет. Потом увидели, что по карте уже вот сюда он переехал. Посмотрим, такое ли заведение, как будто поменьше чуть-чуть. И что мы здесь видим? Ну, такое помещение какое-то. Совсем маленькое, ковры. Так, что у нас здесь еще? Столики. Гамаджаба. Вот здесь тоже столики. Ну, уютно, но очень уж маленькое заведение. Всего лишь 2 больших стола. И на входе еще там 1-2 тоже небольших. Было побольше. Ну вот они чуть-чуть уменьшились. Ну хорошо, посмотрим. Меню здесь вот в таком формате QR-кода. Поэтому вы тоже можете сейчас отсканировать и посмотреть полный список того, что здесь есть. Давайте сделаем это вместе. Ух, на самом деле здесь меню очень большое. Помимо супов есть еще завтраки, стартеры, основные блюда, мучное. И начинается веджи-супы. Что это такое? Vegetables, наверное, овощные. Да. И вот здесь несколько видов овощных супов. Дальше грузинские супы. Например, суп харчо 16 лари. Европейские, азиатские супы, крем-супы. Ну, наверное, как будто бы уже не 70, как было раньше, видов супов. Наверное, 30 точно наберется. Ну, в общем-то, вот так вот. Меню стало меньше. Супов тоже стало немного меньше, но это по-прежнему дом супа и большой выбор супов. Наверное, один из самых больших именно здесь, в Батуми. Хотел бы добавить, что это тот самый момент, когда технологии мне не нравятся. Вот эти вот именно в этом месте меню нет бумажного, есть только по ссылке. Раньше у них было очень классное такое меню, вот на Шатар Руставели, бумажное. Там все супы, красивые такие картинки, можно было листать, там понумеровано все было. Из этого мы узнали, что там 74 супа раньше было. А сейчас по-другому, сейчас как-то структурировано сделано, да, там напитки, все. Но уже наглядности нет, сколько там супов, поэтому как-то так. Ну, посмотрим, закажем. Надеемся, что качество останется тем же самым, хорошим. Но вот никого здесь нет, это немножко так удивляет. Ну, посмотрим. Не прошло и 15 минут, как нам принесли супы и чай, и хлеб. У меня вот такой французский луковый суп, очень горячая тара, как назвать ее, тарелочка глиняная. Ну, понятно, здесь обычный чай. И вот Аделине принесли вот борщ, значит, здесь чай и хлеб. Посмотрим, что дальше получилось, и сейчас будем пробовать. Конечно же, начинаем мы со сметаны, которую щедро кладем в борщ. Давно не ела борщ, откровенно говоря, я вообще не любитель супов.
Но сюда мы пришли, потому что место необычное, мы здесь уже были, и именно здесь борщ мне нравился. Ну, бульон хороший, наваристый. Надо пробовать все вместе, но это сделать невозможно, потому что суп, ну вот вы видите, да? Он очень-очень горячий. А у меня луковый суп, я уже говорил. На самом деле мне лук нравится, но луковый суп, он немножко другой, там как будто бы лука вообще нет. Это значит сверху сыр на гренке. И под этим всем, да, вот он лук, он есть. Напишите, кому нравится луковый суп. Между прочим, это визитная карточка Франции. Смотрите, какой тянущийся суп. Сыр. Очень горячий, но суп из лука. Ну так и есть, лук. Но он здесь совсем не противный. Он не такой, как в супах других. Он здесь вот в комплексе такой сбалансированный вкус. Гренки и сыр. В общем, все очень классно. Хотел бы очень во Франции попробовать этот суп. А мы едим. Всем, кто с нами кушает и ест, приятного аппетита. Погнали. Как вы видите, я уже доедаю этот суп луковый. Вы знаете, он не такой противный, страшный. Звучит луковый суп, это как нечто такое, кто особенно не любит лук. Страшное, там острый, горький, противный, хрустящий. Это совсем, если вы не будете смотреть, что там лук, ну там лук, да, то это на самом деле будет очень приятным луком. Здесь сыр, гренка, сам лук карамелизированный, и он томленый. То есть вот вы его едите, если закроете глаза, какая-нибудь фасоль, например, вам представится. В целом очень теплый, вкусный, получается, послевкусие, вот даже не луковое, а какой-то, ну, овощной суп. Овощной суп очень вкусный. Так что, кто хочет попробовать этот суп, не бойтесь. Я тоже раньше так думал, ну, что-то какая-то ерунда. Но супер, мне очень нравится. Просто шок-контент сейчас будет. Спасает, знаете что? Вот эта вот сырная шапка. И вот если взять ее и взять чуть-чуть лука. Я просто очень хочу во Францию. Вообще Аделина вообще не любит лук от слова совсем, и супы она не любит от слова совсем. А тут такое комбо, представляете? Суп луковый. Видите ее довольное веселое лицо? Ну я должна это сделать, контента ради просто. Это шок, да, это вообще Сейчас что-то все, будет. кто не любит, вы прям сейчас остановитесь, все, кто не любит лук, поставьте лайк, напишите в комментариях просто. Что вам было сделать проще, я не знаю, съесть с кузнечиков в Таиланде или луковый суп? Я вижу луковицу. Ага, все. Лучший суп в твоей жизни, скажи-ка. Самое тяжелое? Сейчас. Подождите. Самое сложное – это абстрагироваться от того, что это лук. Конечно, здесь нет вкуса лука острого. Более того, бульон мне очень понравился за счет того, что лук томился вот под этой шапочкой, а бульон, кстати, здесь говяжий. То есть лук заливается говяжьим бульоном, сверху кладутся гренки и шапочка из сыра. И вот за счет того, что он там томится, он не выглядит как переваренный, как в супе, да, вот такой вот, он прям склизкий такой переваренный. То есть нет, здесь он не имеет вкуса лука, но он имеет очень четкую консистенцию лука, вы понимаете? Меня обманным путем сюда завели, мне сказали, что он вообще не чувствуется, вообще. Что он прям вот ты ешь и вот как фасоль. Нет, ребят, это не фасоль. На вкус это, по ощущениям это лук. Если вы к луку относитесь нейтрально, вообще супер. Шапка из сыра топ, мне понравилась. Бульон вообще потрясающий. Он такой сладко-кисловатый на вкус, вообще не скажешь, что это луковый. Но, безусловно, когда попадается луковица во рту, сразу у тебя включается просто все, и ты понимаешь, что ты жуешь лук. Ну, а это, напоминаю, это был дом супа и супы, которые мы здесь поели. Не знаю, насколько у нас это выйдет. Сейчас мы Ждем попросим чек. счет, да, Да. и нам принесут, и мы вам покажем. Нам принесли чек. Вот результат нашего сегодняшнего обеда: 41 лари. Ну, можно сказать, практически уложились. Например, если вот хлеб не брать за 3 лари, то можно уложиться, да. Это, напоминаю, 2 супа, луковый суп и борщ, 2 чая, вот, и хлеб.
Так что практически все съели, все понравилось, да. Дом супа такой же остался, классный, какой он был. Напоминаю вам, что кто хочет сюда прийти, ссылки на Google карты мы оставим в описании к этому ролику. Ну а мы идем дальше, пробовать следующее блюдо. А следующее кафе, в которое мы пришли, называется King's Corner. Здесь различные блюда, разной кухни. И вроде как по метке на картах мы посмотрели, мы должны уложиться в нашу установленную сумму. Кафе это находится в старом городе, это старый Батуми. Интересно такое необычное, на открытом воздухе. Здесь нет внутри помещений, столов, а только вот такие вот столики. Здесь только, наверное, в тепло, когда можно сидеть, или дождик. Ну, дождик, если да, можно укрыться. Нормально, в общем, все. Посмотрим, каково здесь кушать, качество еды. Очень хочется кушать. Что давайте, приступаем. Это все мое. Мне принесли, представляете, все это. Аделина сегодня ограничилась водичкой, а я взял по максимуму, прям заказал, что я хочу кушать. Я же умный человек, горячий чай, горячий суп взял. Сейчас такая жарища, 27 градусов и влажность под 80. А я еще горячий суп взял. Ну я вообще молодец. Сейчас буду пробовать. Здесь цены чуть-чуть выше, чем хотелось бы, наверное. 20 лари, может быть, чуть-чуть не уложимся, но я думаю, что достойный такой обед. И сюда можно приходить. Почему нет? Только кондиционера нет, очень жарко. Тут еще, видите, вместо окон, ну, то есть нет, не продувается ветром, поэтому мы сидим как в парнике. Но ничего, зато у нас есть со льдом. Смотрите, холодненький такой компотик. Попробуем супчик. Он, оказывается, не горячий. Это супер, мне нравится, что он такой не обжигающий. Но мы уже минут 10 здесь снимаем, поэтому... Как будто готовили его в горшке, в деревне, когда вот горшок ставите в печку, вытаскиваете, такой вот он наваристый, с дымком какой-то, я не знаю, как это объяснить. Но нет, мне нравится, здорово, супер. Салатик, ну я думаю, салатик здесь уж хороший. С лучком, мне нравится лук. Вкусно. Компотик. Только что нам хозяйка заведения рассказала то, что компот размораживаются фруктики вот эти и немножко продавливаются. Это не компот, это морс, точнее, это морс. Вот. Продавливаются и чуть-чуть совсем сахара и лед. Получается такой прям домашний морс. Тут вообще так готовится все с душой. Но это не реклама, опять же. Так рассказали нам. Очень приглашали на борщ. Так что мы сюда еще придем на борщ. Прям, говорят, у всех отвал башки. Но мы начинаем трапезничать. Аделина сейчас присоединится, хоть что-нибудь там поклюет. Она наелась, ну, так, а я голодный. Мне принесли шкатулочку вот такую, сундучок. Я думал, там украшение, золото, бриллиант, а там оказался чек. Представляете? Ну, в общем, вышло вот у меня морс, точнее, написано лимонад. Это морс, короче, да? С салатом, с супом на 25 лари. Ну, чуть-чуть выше, чем 20 лари. Ну, вот Аделина взяла на Беглаве водичку. 25. Ну, все вкусно, мне понравилось. Салат тоже, ну, прям так хорошо. Никакого там перекоса нет в сторону солености или что-то еще. Все достойно. Жарковато, конечно, сидеть, но холодный морс остудил. Так что еще одно классное место. Единственный минус, оно будет закрываться на зиму. Потом весной уже открывается. Потому что, наверное, здесь дожди будут и тяжеловато будет сезон дождей. Ну, мы идем дальше, посмотрим, что дальше у нас есть. А следующее наше место – это кафе «Лагуна». Мы сюда пришли уже с полными животами, но мы не можем не показать это место, потому что и в рейтинге путешественников TripAdvisor оно есть, и считается недорогим, находится в старом городе. Не путать с Голубой лагуной. Да, это просто лагуна. Ну, как, лайк поставьте за шутку. Ну, как бы. Вот.
И чем оно вообще примечательно, почему сюда ходит так много посетителей. Смотрите, здесь в меню мы можем сразу увидеть аджарский хачапури, прям отдельным таким пунктом. И вот это вот все вариация аджарского хачапури. Здесь есть маленький без яйца, с яйцом, без теста. И еще без теста с яйцом. В общем, их так много, и я просто не встречала. Есть маленький, есть большой. И на самом деле именно вот этот вот пункт, он прям привлекает и заманивает сюда. Вот мне прям захотелось сюда как-нибудь прийти и поесть именно здесь аджарский хачапури. Наверняка готовят его хорошо, раз так много вариантов. Например, классический с яйцом 16 лари стоит хачапури. Дальше есть пиновани, и медицинский, пицца, горячие блюда, пельмени, паста, салат, например, огурцы, помидоры 13 лари. Вы знаете, я вспомнил, я здесь уже один раз был. Вот аквариум напомнил мне об этом. Здесь я был зимой прошлого года. И, знаете, я здесь пробовал мясные пельмени. Короче, пельмени в горшке с сыром. Они были классные, как раз было холодно, я что-то замерз, зашел и прям согрелся. И там реально мясо было. Вот больше здесь ничего не пробовал, поэтому мы здесь пробовать сейчас не будем ничего. Просто показываю вам меню. Да, и цены. Паста. Но цены высоковатые. Цены высоковатые. Я думаю, что в 20 лари вы не уложитесь. Ну, так, вот Нет, зайти. если взять классические хачапури и, например, чай или турецкий кофе за 2 лари, то вполне. А еще вы можете сюда вдвоем прийти с кем-то и спокойно взять одно блюдо на двоих. То есть здесь огромные порции. Взять одно блюдо, например, 2 блюда на двоих, по половинке съели и наелись. Все, то есть огромная здесь порция. Вот такое место. Сейчас мы вам покажем вход сюда. Возможно, вы сразу не поймете, здесь нет такой прям огромной вывески и большого какой-то парадный большого входа. Находится оно на цокольном этаже, и вот так помещение разделено на несколько зон. То есть здесь есть 3 зала, в принципе, очень уютно. Очень уютно, и я думаю, если людей не так много, толкаться вы не будете. Находится это вот на улице Гаргеладзе. Я напоминаю, что все ссылки есть, не только всплывают здесь на экране, но также в описании вы можете найти прям с локацией. Вот здесь это находится. Вы знаете, на самом деле очень много каких-то кафе, пиццерий, хачапурных в старом городе. Здесь идете вот по этой улице, и через каждые метров 200 какое-то кафе. То есть мы не можем, в принципе, даже если захотим все это осветить, но здесь можно гулять и заходить в кафешки. Ну, плюс-минус одинаковые цены будут, возможно, чуть больше 20 лари, но, то есть, это приятно, можно везде зайти и покушать. Здесь нет такого, что там 2-3 кафе на весь район, нет, такого нет, здесь очень много кафе. И вот столкнулись с такой проблемой, какое-то находим кафе на карте, например, Гугла, идем туда, оказывается, этого кафе уже нет, то есть очень плохо работают гугловские карты. Яндекс чуть-чуть получше, но тоже не очень, поэтому здесь тяжело как-то ориентироваться, но мы вот стараемся, несколько мест для вас нашли. Мы уже хотели с вами попрощаться, повернули за угол, и тут смотрите, оказывается, у лагуны есть еще летняя терраса, такая вот здесь можно сесть, вот такие приятные столики. Теперь точно все. Если вам понравился выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь. Очень много неподписанных смотрят. Подписывайтесь. Обязательно мы будем снимать очень много выпусков про Батуми, потому что мы здесь живем. Если вам хочется о чем-то узнать, напишите в комментарии. Мы постараемся осветить эту тему. Если она вас интересует, значит нам тоже интересно.